Bhattana Thakur's Jaiva Dharma Ki, Gaur Premanand. All glories to the assembled devotees. Slava Sabrahma Sabhedana, Slava Sabrahma Sabhedana, Slava Shishi Guru I Gauranga. So welcome to our continuation of the Jaiva Dharma seminar. Добро пожаловать на продолжение нашего семинара по Jaiva Dharma. Yesterday we talked about the so-called pandits. Вчера мы обсуждали так называемых пандитов, Vedic scholars, знатоков ведической науки, but who actually do not know the purpose of life is. которые действительно не знакомы со смыслом жизни. They engaged in elaborate sacrifices. Они заняты совершением жертвоприношений. Some of them are well versed in the Vedic scriptures. Некоторые из них хорошо осведомлены о сути ведических стихов. Still, they are missing the whole point, the goal of education. Тем не менее, из поля их зрения ускользает сама суть и цель их образования. Veda Shastvaya aham eva vidyo Vedantatit Vedavid eva chaham. Krishna states in the Bhagavad Gita that through all the Vedic studies, I'm to be known, Krishna says. В Бхагавадгите Кришна утверждает, что он является целью изучения вед. So Vaishnava Das Babaji, he explained this point. И Вайшнава Дас Бабаджи разъясняет этот момент. It is pandits actually missing this point. Тот момент, который в действительности упускает из виду эти пандиты. This is why they don't have any high regard for Vaishnavas. Вот почему у них не развилось глубокое уважение к Вайшнавам. They often ridicule Vaishnavas, Зачастую они высмеивают Вайшнавов, thinking they're just sentimentalists, считая их сентименталистами, fanatics. фанатиками. Rather, studying scriptures very, very carefully, they're singing and dancing and expressing some emotions. Которые вместо того, чтобы очень тщательно и внимательно изучать Священное Писание, просто танцуют и поют, выказывая эмоции. So Vaishnavas Das Babaji continues to explain. Поэтому Вайшнав Бабаджи продолжает свое объяснение. He answers another question of the Chaturabhuja. Он объясняет здесь еще один вопрос Чатурбуджи, в ответ. Maybe the fan should be this direction. Может быть, немножко перенаправить вентилятор в эту сторону. We are both from the south. No problem. Мы оба здесь на южной стороне, нет проблем. But I see that some of you feel really hot. Но я вижу по вашим лицам, что некоторым из вас очень-очень жарко сейчас. Is it better? Сейчас лучше стало? Not in the back. Imagine you in India. Вообразите просто, что вы сейчас в Индии находитесь. In Bengal. Где-нибудь в Бенгалии. So Chaturabhuja asks the question, I admit there are hardly any good pandits. Отвечая на вопрос, Чатурбуджа говорит здесь, я признаю, что едва ли вокруг существует достаточное количество настоящих пандитов. Nevertheless, tell me why the upper class brahmanas have not taken up Vaishnava Dharma. Тем не менее, объясни мне, пожалуйста, почему брахманы, принадлежащие к высшим слоям общества, так и не приняли следование Вайшнава Дхарме. The Brahmanical caste is a sattvika group established in the mode of goodness. Ведь принадлежащие к касте брахманов сословие сатвика следует пути благости. They are generally inclined towards the path of truth and noble deeds. Ведь они, по сути своей, в общей массе склонны к следованию путем истины и благородства. Yes.
Yet, why are they mostly antagonistic to Vaishnava Dharma? Тем не менее, почему в общей массе своей они в основном антагонистичны, то есть противопоставляют себе Вайшнавам? We don't have much experience here in Western countries about this. Здесь нам, людям, проживающим в западных странах, не довелось иметь подобный жизненный опыт. But that has been and still is the situation in India. Но такой была и остается до сих пор ситуация в Индии. And as you know quite well, that there are a number of temples, Vishnu temples, which we Western-bodied devotees cannot even enter. Как вы знаете, до сих пор существует достаточно большое количество храмов Вишну, которые нам, людям, рожденным в телах западных стран, нет входа. Because we didn't take birth in India. Потому что мы не родились в Индии. Which is considered to be a low-class birth. И, соответственно, наше рождение считается низким. By these smarta brahmanas, so-called pandits. С точки зрения этих смарта брахманов, так называемых пандитов. So low, our birth is so low class we cannot even enter the Vishnu temple. Наше рождение настолько низко, что нам даже запрещается входить в храм Вишну. This is how they think. Так они полагают. Now Vaishnavadas Babaji replies. Теперь выслушаем ответ Вайшнавадаса Бабаджи. You have questioned me, and so I'm compelled to tell you the truth. Ты задал мне вопросы, поэтому побудил, соответственно, дать тебе ответ. We Vaishnavas are not here to find faults in others. Мы, вайшнавы, здесь не для того, чтобы искать в окружающих недостатки. If you will not be hurt or enraged, если бы тебя не услышали, или если бы погрузился в гнев, and are sincere about learning the truth, и был бы при этом искренним в попытках изучить истину, then I'm prepared to answer your last question. То я буду готов ответить на твой последний вопрос. That's a nice point. Это очень важное замечание. You don't want someone to continue asking questions. Если вы не хотите, чтобы кто-нибудь продолжал беспокоить вас вопросами, you just tell him, all right, I will answer your last question now. Вы можете ему сказать, ну сейчас я отвечу на твой последний вопрос. Shatapuja. Actually, studying the scriptures has made us very much in favor of upholding the good qualities like moderation, self-control, tolerance, etc. В действительности, изучение священных писаний очень расположило нас к следованию высшим принципам, таким как истина, скромность и так далее. Therefore, it is not at all difficult for us to listen to you. Поэтому для нас не составляет особого труда выслушать тебя. Please offer us a lucid explanation, and we will certainly take your good spiritual instructions to heart. Поэтому, пожалуйста, предоставь нам достойное объяснение, и мы, безусловно, будем расположены принять изложенные тобой истины всем своим сердцем. Vaishnavadas Babaji replies to that. На это Вайшнавадас Бабаджи отвечает. Please note, пожалуйста, отметь для себя, that Sri Ramanuja, Sri Madhvacharya, Sri Vishnu Swami and Sri Nimbaditya were all brahmanas by birth. Что все эти возвышенные учителя были по рождению брахманами. And also important, some people might think that these high Vishnu people, they're all very, very simple, uneducated people. Это очень важное замечание, поскольку в общей своей массе люди могут полагать, что люди из Хари Кришна это простые люди, простого происхождения, необразованные. Sometimes they tend to think that because we were not materially successful, this is why we joined Hare Krishna. Зачастую они полагают, что мы присоединились к движению сознания Кришны, потому что не добились успеха в материальной жизни. You couldn't make it in material society, this is why you joined the spiritual society. Вы неудачники в материальном обществе, поэтому присоединились к духовному обществу. No, that we cannot accept. Нет, это неприемлемо для нас. We have in our society also highly educated devotees. В нашем обществе также имеются очень высокообразованные преданные. Even holding PhD titles. Имеющие звание PhD. Some of us are conversant with up to 6, even 8 languages.
научную степень PhD. И некоторые из нас пользуются 6 или даже 8 языками. The one who speaks more than 6 languages fluently is considered to be a genius. Тот, кто говорит свободно на 6 и более языках, считается гением. We have such geniuses in our movement. И в нашем движении такие гении имеются. Highly educated. Высокообразованные. And still, they became a Hare Krishna. И тем не менее, они предпочли стать Харе Кришной. So that should make one thoughtful. И это должно заставить человека задуматься. It's not just because I don't know what to do with my life, therefore I joined a spiritual society. Они присоединились к духовному обществу не потому, что они не знали, что им делать со собственной жизнью. So Vaishnavadas Babaji begins to explain, in our tradition we have so many brahmanas who joined the Vaishnava. И Вайшнавдас Баджи объясняет, что в нашей традиции существует множество брахман, которые тем не менее присоединились и продолжают оставаться в этих традициях. Beginning with the 4 Vaishnavacharyas, they're all brahmanas by birth. Начиная с упомянутых имен 4 Вайшнавачарьев, все они являются брахманами по рождению. And each of them had thousands of disciples who were also brahmanas. И у каждого из них были тысячи учеников, которые также были брахманами. Our Sri Chaitanya was a Vedic brahmana. Шри Чайтанья был ведическим брахманом. Shri Nityananda Prabhu was a high caste Radhiya brahmana. Radhiya brahmana. Radhiya. И Нитянанда был также потомком высокой касты брахманов на Радхе. The different gradations of brahmanas. Существует среди брахманов свои собственные градации. Simple brahmanas, more highly elevated brahmanas, and very high elevated brahmanas. They have different titles. Простые брахманы, более возвышенные брахманы и наиболее высокопоставленные брахманы. Все они имеют различия. And Sri Advaita Prabhu was a Varendra brahmana. И Шри Адвайта Прабху принадлежал к Варендра брахманам. Even the Goswamis and Mahatmas, the intimate associates of Sri Chaitanya, were mostly from Brahmana class. И Госвами и Махатмы, наиболее важные спутники Господа Чайтаньи, принадлежали, как правило, к высшим кастам брахманов. In addition, an impressive number of Brahmana stalwarts have joined the ranks of the Vaishnava preachers. В дополнение к этому достаточно значительное количество высокопоставленных брахманов также присоединилось к движению Вайшнава. Now listen to this. Srila Bhaktivaibhava states. Послушайте, что говорит на эту тему Шрила Бхактивайбхава Тхакур. In order to disseminate this pure Vaishnava Dharma worldwide. Для того, чтобы распространить эту чистую Вайшнава Дхарму по всему миру. Worldwide. По всему миру. This is what Srila Bhaktivaibhava wrote. Вот что написал здесь Бхактивайбхава Тхакур. Srila Prabhupada ki. Therefore, why do you claim that higher caste brahmanas do not admire Vaishnava Dharma? Поэтому с какой стати ты здесь утверждаешь, что высокопоставленные брахманы не принимают следование Вайшнава Дхармы? This is how we have to argue. Вот такие аргументы мы должны представлять. We know that mostly all the high-born brahmanas hold the Vaishnava Dharma in esteem. We know that mostly all the high-born brahmanas, they hold Vaishnava Dharma in high esteem, they respect it. Мы знаем, что большинство высокорожденных брахманов с великим уважением относятся к Вайшнава Дхарме. However, some, as a result of bad hereditary traits, однако некоторые из них вследствие дурных наследственных привычек, corrupted company, например, дурная компания, and wrong upbringing, и дурное воспитание, are antagonistic towards the Vaishnava Dharma. Развили в себе неприязнь к Вайшнава Дхарме. This attitude certainly does not give a good account of their Brahmana background. И, конечно же, подобное отношение никак не украшает их в том смысле, что они произошли из касты высокопоставленных брахманов. It simply reflects their misfortune and degradation. Это просто отражает их неудачу в жизни и степень деградации. So as Vaishnavas, devotees, we are not overly concerned if people criticize us. Будучи вайшнавами, преданными, мы не очень озабочены тем, когда
люди, окружающие нас, критикуют. On the other hand, of course, we should be self-critical. С другой стороны, конечно же, нам следует развить самокритичность. Because there's always scope to improve ourselves. Поскольку всегда есть простор для саморазвития. But we do not accept when the people criticize our tradition. Но мы не должны принимать критику нашей традиции, Our Vaishnava culture, нашей вайшнавской культуры, our spiritual teachers, наших духовных учителей. and that we cannot accept, that we cannot tolerate. С этим мы должны мириться и не должны этого терпеть. And sometimes we have to charge back. Иногда нам следует ответить атакой на нападающего. Like in Aikido. Как в айкидо. Someone attacks you and you utilize his energy to defeat him. Кто-то нападает на вас, и вы используете его же энергию для того, чтобы победить его. Throw a punch, Вас бьют кулаком. and you use that energy to throw him out of the window. Вы хватаете момент по инерции и выкидываете этого человека в окно назад. Srila Prabhupada was like that. Таким был Шрила Прабхупада. When people try to give some strong arguments against Krishna consciousness, against the devotees, Когда люди представляли достаточно сильные аргументы против вайшнавской культуры, против преданных, Srila Prabhupada just took that argument and threw it right back into the face. Прабхупада брал их же выражения, их же высказывания и настолько, переменив их смысл, бросал их обратно обидчивым лицом. Like when they criticize our society. Так, допустим, в случаях, когда они критиковали наше общество преданных. Sometimes we do funny things. Честно говоря, давайте признаемся, иногда мы способны на довольно нелепые поступки. Let us be honest. Давайте будем честными. Because we have all kinds of different categories of devotees. Поскольку у нас в действительности существуют самые различные категории преданных. And some are very, very advanced. Некоторые из нас очень продвинутые. Some just joined Krishna consciousness yesterday. А некоторые присоединились к движению сознания Кришны только вчера. So they're not all behaving the same. И невозможно ожидать от всех одинакового поведения. Some are, they seem to be fanatical, yes. Некоторые из нас действительно выглядят фанатиками, правда. Of course, we don't really call it fanaticism. Конечно, мы же не называем это просто словом фанатизм. This is also one argument which even our own devotees sometimes believe. Нужно отметить, что существует один аргумент, в убедительность которого верят порой даже наши собственные преданные. Yeah, I remember when I was young, I was also very fanatical. Они говорят, да, я помню, когда я был молодым, я тоже был таким фанатиком. Now I'm a mature. А сейчас я уже зрелый преданный. No, why fanaticism? Enthusiasm. Нет, почему ссылаться на фанатизм? Надо иметь энтузиазм. That's the right word. Вот правильное выражение. Enthusiasm. Yes, we're very enthusiastic when we were young. Энтузиазм. Сколько энтузиазма у нас было, когда мы были молоды. Because naturally we were convinced about Krishna consciousness, about the philosophy, lifestyle. We were convinced, enthusiastic. Этот энтузиазм проистекал из нашего глубокого убеждения в силе нашей философии, в красоте нашего образа жизни и так далее. But we were not very mature in transmitting that enthusiasm to others. Но нам не хватало зрелости в том, чтобы передать этот энтузиазм окружающим. But that we have to admit. В этом нам нужно сознаться. Like when we chant, sometimes you see devotees chant japa outside on the street. Во время джапа мы видим, как иногда разные преданные повторяют на улице джапу. And they want to demonstrate to others how important this chanting of Hare Krishna mantra is. И они хотят продемонстрировать окружающим, насколько важен процесс воспевания Харе Кришна мантры. And then they go right with the beat back in front of somebody's face on the street, shaking the beats. Hare Krishna, 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 Hare. И они начинают ходить по улице прямо под носом человека, они трясут мешочком с щетками прямо у него под носом. Even sometimes the wife is asking her husband, devotee, the question. Иногда даже бывает так, что жена преданного задает ему вопрос. And then he also goes, Hare Krishna, Hare Krishna. Вместо того, чтобы ответить, он начинает это Very important chanting, right? Чтобы показать, насколько он занят важным делом. So that is simply immaturity.
Это просто знаки незрелости. But that is not fanaticism. Но это не фанатизм. That's enthusiasm, but expressed not in a not very mature way. Это энтузиазм, однако выраженный не очень зрелым образом. So that naturally one learns, as we continue, we become more and more mature. Конечно же, мы учимся всему, и по мере обучения и получения знаний мы становимся более зрелыми. In our presentation of Krishna consciousness to others. В том, как мы представляем сознание Кришны окружающим. That's why very young devotees, they should not attempt immediately to preach to others. Вот почему очень молодым преданным новичкам не стоит немедленно бросаться в попытку проповедовать окружающим. First learn. Сначала научитесь чему-то. Learn properly. Учитесь хорошенько. Then you can explain to others. Затем вы сможете объяснить это другим. Not after a short period you run out and you want to preach. Так, чтобы вы только пришли в храм и тут же бросались проповедь. You can preach in different ways. Проповедовать можно по-разному. Participate in Harinam. Можно принимать участие в Харинаме. Distribute some invitation cards for the Sunday program, no problem. Раздавать пригласительные карточки на воскресную программу, нет проблем. But don't try to preach, verbally preach. Но не пытайтесь проповедовать в словесной устной форме. You don't know enough yet. У вас еще недостаточно знаний. You might explain in the wrong way. И вы можете в своей презентации делать ошибки. In order to protect yourself, you might, without any reason, defend yourself. Из соображений и самозащиты вы можете без видимых на то причин бросаться защищать свои убеждения. Or without any reason, attack someone. Или без всякой видимой причины бросаться на кого-то. And it happened, unfortunately. Такое случалось, к сожалению. I mean verbally attack. Я имею в виду в устной форме. Нападать. No need. Нет необходимости в этом. So let us first learn properly. Давайте сначала всему хорошенько научимся. Then we can teach. Затем мы сможем учить других. So then it will be generally well received. И тогда это встретит достаточно уважительный прием. If a mature devotee explains Krishna consciousness to others properly. Когда очень зрелый преданный объясняет достойным образом окружающим сознание Кришны. The Shastras hold the view that particularly in Kali Yuga, properly qualified brahmanas are rare. Шастры поддерживают мнение о том, что особенно в Кали-югу не хватает достаточно квалифицированных брахманов. You select and qualified brahmanas are Vaishnavas. И эти некоторые избранные редкие брахманы являются вайшнавами. From the moment of initiation into the Gayatri mantra, с момента посвящения в воспевание мантры Гаятри, the mantra that personifies the Vedas and who is a devotee of Sri Vishnu, мантры, которая олицетворяет Веды, которая является преданным Господа Вишну. The Sri Gayatri, that's the devotee. Шри Гаятри — это преданный, это личность. The goddess Gayatri. Богиня Гаятри. And this is why when we chant the Gayatri mantra, we should be very careful not to offend Mother Gayatri. Почему, когда мы повторяем мантру Гаятри, мы должны быть очень внимательны с тем, чтобы не оскорбить Мать Гаятри. By falling asleep while chanting Gayatri. Допустим, засыпая во время воспевания Гаятри. Sometimes you might see, you might have noticed someone chanting Gayatri for 20 minutes. Можно иногда обратить внимание, что человек сидит, повторяя мантру Гаятри 20 минут. His tongue is already blue. Его палец уже посинел. That's not good. Ничего хорошего в этом нет. Make it right from the beginning, chant on time and chant consciously, attentively. С самого начала нужно развить привычку повторять эту мантру вовремя и очень внимательно и бережно. As all the other practices. То же самое приложимо ко всем другим практикам духовным. To go to Srimad Bhagavatam class, Bhagavad Gita class does not mean now I can take rest. В этом смысле посещение лекций по Бхагавад-гите не означает, что это предоставляющаяся нам возможность немножко поспать. Or chanting japa. То же самое относится к джапе. Always be attentive. Постоянно сохраняйте внимание. And then the blessings will come. Тогда
на вас не зайдут благословения. A whole Vaishnava culture is based on blessings. Вся культура вайшнава основана на благословениях. Receive the blessings of Mother Gayatri. Мы получаем благословение Матери Гаятри. Receive the blessings of the Holy Name. Получаем благословение Святого Имени. Receive the blessings of Vaishnavas, of devotees. Получаем благословение вайшнавов, преданных. Receive blessings of our authorities. Получаем благословение наших руководителей. Then we can properly advance. Тогда мы сможем естественным образом хорошо развиваться. Without blessings, no one can advance. Без подобных благословений развитие невозможно. Yes, Gayatri is a devotee of Vishnu. Итак, Гаятри — это преданная Господа Вишну. A Brahmana is actually embracing Vaishnava Dharma by having been thus initiated into the purely Vaishnava mantra. И Брахман таким образом поддерживает вайшнавскую культуру через посредство надлежащего посвящения, произношения вайшнава мантры. Yet, on account of ill influence of this age, однако под дурным влиянием этого века, the deluded Brahmana unfortunately accepts reinitiation by bogus non-Vedic methods. Такой заблудший брахман, к сожалению, получает впоследствии перепосвящение в другие неистинные методы духовной практики. And rejects this original Vaishnava Dharma. И отвергает эту изначальную Вайшнава Дхарму. However, this small number of misled Vaishnava Brahmanas must not lead you to draw wrong conclusions. Однако осознание присутствия этого небольшого количества заблудших брахманов не должно приводить вас к неверным выводам. Shadabhuja. Shadabhuja. Why do the majority of the Vaishnavas apparently come from lower castes? Почему же, на первый взгляд, большинство вайшнавов являются выходцами из низших каст? It's not that everyone was born in a Brahmana family who comes to Krishna consciousness. Иначе говоря, не все пришедшие в сознание Кришны являются выходцами из семей брахманов. Some are not. Некоторые точно не являются. Some are not very educated either. Некоторые не отличаются блестящим образованием. They might not have taken birth in a high-grade family. Может быть, они даже родились в семье высокого уровня. Their lifestyle before Krishna consciousness was not very cultured either. Однако, несмотря на это, их образ жизни до прихода в сознание Кришны отличался особой культурой. How come that they joined this elevated Vaishnava culture? Как же случилось так, что они присоединились к исследованию этой возвышенной культуры вайшнава? We might wonder sometimes. Можно иногда задаться подобным вопросом. Vaishnavadasa Babaji replies. Давайте выслушаем ответ Вайшнавадаса Бабаджи. There's no doubt about it. Не должно оставаться никаких сомнений на эту тему. Srila Bhakti Thakur could foresee the future. Бхактивайбхавы Тхакур таким образом предвидел будущее. There's no doubt about it. Не оставляет никаких сомнений. Most persons from the lower castes readily accept their meek and stricken position. Большинство людей, выходящих из низших слоев общества, естественным образом легко принимают смиренное, приниженное положение. I think we can relate to that. Мне кажется, каждый может легко понять эту идею. That many of us, before we came to Krishna consciousness, we did not feel very happy, very elevated. Ведь большинство из нас перед приходом в сознание Кришны не испытывали от своей жизни особо возвышенных или счастливых ощущений. Some of us might also have been poverty-stricken. Некоторые из нас пребывали в очевидной бедности. And we could feel it. И мы это чувствовали на себе. Oh, my life is so unfortunate. О, какая несчастная у меня жизнь. I have so many problems. Сколько проблем. I'm not happy. Я несчастлив. Oh, Krishna. О, Кришна. No one can become a Vaishnava without first receiving, oh, this is an important point. So by this attitude,
Очень важное замечание. Благодаря вот этому отношению of feeling and experiencing the tribulations, trouble, miseries of material life, за счет прохождения через все перипетии материальной жизни, one evokes the compassion of a Vaishnava sadhu. Человек пробуждает вайшнава садху сострадание к себе. That's the qualification. В этом наше достоинство. Of those who have fallen and low-born. Оно приложимо к тем, кто является падшим и низкорожденным. When they are feeling like this, feeling their life is not successful, they're suffering, they evoke compassion of Vaishnavas. Тем, что они чувствуют себя несчастными и жизнь свою потраченную впустую, они пробуждают вайшнава садху сострадание. No one can become a Vaishnava without first receiving the mercy of a Vaishnava. Никто не может стать вайшнавом, вначале не получив милость вайшнава. A person cannot become humble if he is intoxicated with high caste, position, lineage, wealth, etc. Человек не может быть смиренным, если он отравлен сознанием высокого рождения, роскошного образа жизни, происхождения и образования. Such persons devoid of humility are not likely to attract the mercy of a Vaishnava. Вряд ли подобный человек, лишенный смирения, станет объектом милости вайшнава. The Queen Kunti also prays to the Lord. Как мы можем вспомнить, есть молитвы царицы Кунти, обращенные к Господу. Janmaishvaya Shuddhashri Bhir Edamana Marapuman Naivahadya Vidatum Vai Tvam Akinchana Gocharam. In that prayer she explains, В этой молитве она объясняет: My dear Lord, мой дорогой Господь, your Lordship can easily be approached. Твоему Величеству легко можно обратиться тем, but only by those who are materially exhausted. Кто изможден материальной жизнью. One who is on the path of trying to make material progress. Человек, который находится на пути материального развития, trying to improve himself by respectable family, пытающийся испытать всеобщее уважение к себе за счет возвышенного рождения, происхождения, great opulence, великого богатства, high education, большого образования and bodily beauty, и телесной красоты, cannot approach you with the sincere feelings. не сумеет обратиться к тебе с искренним чувством. This abhidhatum vai. Abhidhatum means sincere feelings. Abhidhatum vai. Abhidhatum означает искренние чувства. And akinchana gocharam, those who are materially exhausted. И слова акинчана гочарам относятся к тем, кто истощен, изможден материально. For them it is much easier to approach Vaishnavas, take shelter of the association of Vaishnavas. Таким людям гораздо легче обратиться к вайшнавам за прибежищем. And then on the other hand, those who are proud, с другой стороны, гордецы, proud of their material qualifications, гордые своими материальными качествами, they might have difficulties могут испытывать сложности. Taking shelter in the association of Vaishnavas. Принятие убежища в общении преданных. It doesn't have to be like that. Не обязательно все выглядит именно так. This is why before we explained, even the great brahmanas of a good birth, high education, they also became Vaishnavas. Может быть, совершенно иначе мы уже обсуждали это, что даже брахманы, выходящие из высокопоставленных семей, практически, тем не менее присоединяются к следованию вайшнавской культуры. Like Chaitanya Mahaprabhu, from the material point of view, he was highly educated, so beautiful. Как Шри Чайтанья Махапрабху, с материальной точки зрения тоже был очень красив собой и высокообразован. And yet, at a young age, he renounced everything. Тем не менее, в очень юные годы он уже отрекся от всего. Sarvabhauma Bhattacharya, he thought, he's too young, too beautiful to take sannyas. Слишком молод он и слишком красив, чтобы принимать саньясу, подумал о нем Сарвабхаума Бхаттачарья. It will not be possible. Так что следование саньяси будет невозможно. No, the Lord, he was determined. Нет, Господь был преисполнен решимости, Setting the example for others. являя собой пример окружающим. Chaturabhuja, he replies, I think I have heard enough about this topic.
Мне кажется, я достаточно услышал уже на эту тему. I see you are gradually leading the conversation to the subject of the critical scriptural quotes. Я вижу, как постепенно ты переводишь нашу беседу в обсуждение критических выдержек из Писаний. About the brahmanas of Kali Yuga. Касающихся брахманов Кали-юги. I feel extremely disheartened when I hear those scriptural quotes. Меня очень ранит до глубины моего сердца, когда я слышу подобные критические выдержки. Such as the one in the Varaha Purana. Как та, которая упомянута в Вараха-Пуране. Now he quotes. И он приводит цитату. Rakshasakalim ashritya jayanti brahma yonishu. Demons taking advantage of Kali Yuga. Демоны пользуются возможностью рождения в Кали-югу. Take birth in Brahmana families. Являются через семьи брахманов. Therefore, I want to go on to another topic. Поэтому я предпочел бы сейчас переменить тему обсуждения. Why do the Vaishnavas disregard Sri Shankaracharya? Что является причиной того, что вайшнавы неуважительно относятся к Шри Шанкарачарье? An immeasurable ocean of knowledge. An immeasurable, you cannot measure, immeasurable ocean of knowledge. В неизмеримом океане знаний. So this will be now the next topic of discussion. Здесь мы слегка коснулись следующей темы обсуждения. Just a short story related to material opulence, being decorated with the material opulence. Есть небольшая история, которая иллюстрирует идею о том, насколько может быть опасно материальное богатство. All these material acquisitions can be compared to decoration. Все эти приобретения материальные можно сравнивать с материальными украшениями. There was once a peacock and a crane. Однажды существовали павлин и журавль. The crane, they look very simple, gray feathers. Эти журавли, они очень так неброско выглядят, у них, как правило, серое оперение. But the peacocks, they look very, very beautiful. Но павлины в сравнении с ними выглядят очень красиво. The rainbow-like tail when they open it in the sun, so beautiful. Их раскрытые хвосты под лучами солнца напоминают радугу, так красиво. So one day the sun was shining. И в один прекрасный день, когда светило солнышко, The peacock, he made his tail. Павлин распустил свой хвост. And you know, they're shaking it so that you can see how the colors are glittering nicely. И стал вибрировать им, чтобы цвета красиво переливались. Right in front of the crane. Прямо перед носом журавля. You see my colorful feathers? Взгляни на мои разноцветные перья. How they're shining in the sun so beautifully. Как они красиво переливаются под солнцем. What about you? Кто ж ты такой? You with your gray feathers. Ты в своих серых перьях. Ugly looking. Урод. Heavy words. And so the crane just patiently listened to the arrogant words of the peacock. Журавль терпеливо выслушал дерзкие слова павлина. And of course he could not match the beauty of the peacock. Конечно же, он даже не мог и мечтать сравниться с павлином в красоте. But he just took off, flying into the sky. Вместо этого он просто взмахнул крыльями и взлетел в небо. Toward the sun. В сторону солнца. So, can you follow me? Приятель, может быть, за мной ты полетишь? Oh, the peacock had to close his tail. В этот момент павлину пришлось закрыть свой хвост. And remain on the ground with the other animals in the, what's the English word? Yard barn? Is it? No, where the animals are. И остаться The peacock had to remain on the ground with the other animals like the pigs and chickens.
И павлину пришлось остаться на земле в окружении других обитателей скотного двора. While the crane was flying toward the sun. Только глядеть, провожать взглядом улетающего в небо журавля. That the peacock could not do. На это павлин был не способен. So like this, sometimes these material acquisitions, material opulences, they look externally very colorful. Также наши материальные успехи и приобретения иногда внешне могут казаться очень привлекательными. The glittering attraction of the material energy. Благодаря этому поблескивающему влечению материальной энергии. And certainly we devotees living a very simple lifestyle, we cannot match with that. И, конечно же, мы, преданные, ведущие очень простой образ жизни, не можем с этим сравниться. If they challenge us. Если они бросят нам подобный вызов. What material things you have? Скажут, а у тебя что есть хорошего? Of course, now India is a little bit different. In India, we have such beautiful, opulent temples. Practically every year, another one being built. То есть, в отличие от местной ситуации, ситуация в Индии гораздо более выгодная для нас, потому что буквально каждый год в Индии строятся очень красивые храмы. Yes, of course, that's another perfection. И, безусловно, это еще одна разновидность совершенства. To also show material opulence. Способность показать в ответ на обвинение не уступающую материальную роскошь. But everything engaged in Krishna service. Но при этом уметь использовать все в служении Кришне. But still, we should not be intimidated. Но тем не менее, мы не должны позволять запугивать себя. If someone tries to point out your simplistic lifestyle, you don't have anything, hardly any material opulences. Если кто-то будет бросать вам обвинения в очень бедном, нищем образе жизни, отсутствии любых материальных богатств, состояний, имущества. But we are gradually we are flying back home, back to Godhead. Но он может это слушать, но тем не менее постепенно улетать домой назад к Богу. That they cannot do. На это они не способны. This is our opulence. В этом наше богатство. We are returning home, back to Godhead. Мы возвращаемся домой назад к Богу. So we continue a little bit more. Сейчас мы еще немножко продолжим. Vaishnavadas Babaji replies. Отвечает Вайшнавадас Бабаджи. I'm surprised to hear this. Меня удивляет, когда я это слышу. We regard Shankaracharya as an incarnation of Lord Shiva. Мы принимаем Шанкарачарью как воплощение Господа Шивы. Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed us to honor him as an acharya. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам наставление, чтобы мы относились к нему как к ачарье. We reject only the philosophy of Mayavada preached by him. Мы отвергаем только проповедуемые им философию Майявады. This Mayavad philosophy is not rooted in the Vedas. Поскольку философия Майявады не имеет корней в Ведах. It is merely a disguised form of Buddhism. Это просто видоизмененная форма буддизма. In order to keep the demons and atheists deluded and in ignorance, для того, чтобы удерживать демонов-атеистов в состоянии невежества, Bhagavan instructed Sri Shankaracharya to pervert the philosophy of the Vedas. Бхагаван дал наставление Шанкарачарье извратить наставление Вед. By propagating Buddhism. Через пропаганду буддизма. How can we fault the Acharya on this account and thus censure him? Huh? How can we fault in Acharya? How can we find fault in Acharya? Как мы можем искать недостатков в Ачарье и продолжать следовать ему? On this account. В этом смысле. And thus censure him. Censure him. Criticize him. Как можно критиковать подобным образом Ачарью и продолжать следовать ему? Lord Buddha was also an incarnation of the Supreme Lord. Господь Будда также был воплощением Верховного Господа. Widely broadcast in a philosophy which went against the Vedic principles. Широко проповедуя философию, которая противоречила ведическим принципам. However,
Does any civilized person criticize him for it? Тем не менее, неужели каждый цивилизованный человек критикует его за это? One may argue that such actions of Bhagavan and Lord Shiva are not well planned because they are prejudiced, unfair. Человек может возразить, говоря, что подобные действия Бхагавана и Господа Шивы дурно спланированы и являются неверными по сути. My answer is Мой ответ таков. That Bhagavan is well-wishing universal Father. Что Бхагаван является высшим благожелателем и вселенским отцом. And Lord Shiva his chief executive. А Господь Шива — это его главный менеджер. They are both omniscient, all auspicious. И оба они всепроникающие и всеблагие. And can never make the mistake of being narrow-minded. И их никогда нельзя обвинить в узколобости. Those amongst the human beings who are ignorant and small-minded Те же человеческие существа, которые несовершенны и узколобы, cannot appreciate the depth of their works, не могут оценить по достоинству глубину их деяний. and so end up foolishly criticizing the Lord and His pure devotees. Таким образом, впадают в глупые обвинения в адрес Господа и Его преданных. So I think at this point we can stop here Я думаю, что на этом нам можно остановиться and continue tomorrow. и продолжить завтра. And we can take a few questions. И мы готовы принять несколько вопросов. Hare Krishna. Наверное, из-за того, что Харинама, надо будет брать микрофон и подходить и говорить громко, пожалуйста. Те, кто хочет задать вопрос, подходите, потому что я не слышу издалека. Выходите сюда, где учится. Фанатизм в этом служении несколько лет. I just noticed some of my godbrothers are here. Я только что обратил внимание, что здесь присутствуют некоторые из моих духовных братьев. You can feel free to share the answers with me. Пожалуйста, свободно выражайтесь своим мнением и можете отвечать на равных со мной на вопросы. We need some examples of fanaticism. Нас здесь попросили привести примеры фанатизма в духовном преданном служении. Because I explained that we were not really fanatical, but we were convinced and enthusiastic about Krishna consciousness. Дело в том, что я коснулся темы о том, что в начале нашего духовного пути мы были, по сути, не фанатиками, просто нас переполнял энтузиазм в сознании Кришны. So now we need some example of what actually fanaticism means. А сейчас нас просят привести примеры того, что на самом деле такое фанатизм. Any suggestions? Есть какое-то мнение на этот счет? One example of fanaticism could be один из примеров фанатизма, пожалуй, таков. That to think that we are not his body. Человек, полагающий, что он не является этим телом, I'm the eternal spirit soul. а напротив, вечной свободной душой. This body is just a lump of matter full of ignorance and suffering. И что это тело просто кусок плоти, полный страданий и невежества. So what is the use of this body? Какой же толк от этого тела? And it jump out of the window. И бросается в окно. So that would be a fanatical behavior. Это, пожалуй, будет выражением фанатичного поведения. That's not really enthusiasm. И энтузиазмом это назвать нельзя. Being convinced about the philosophy. Или выражением убежденности в философии тоже нет. That would be a very fanatical behavior. Это просто очень фанатичное поведение. That's an extreme example, of course. Конечно же, крайнее выражение фанатизма. But you can take that example and apply it to many different situations. Этот пример можно приложить к множеству других ситуаций. Where in an exaggerated, in that sense, fanatical way, one tries to practice or present Krishna consciousness to others.
Когда мы нарочито преувеличиваем услышанное и пытаемся представить философию сознания Кришны окружающим искаженным, пропущенным через наше несовершенное сознание в виде. A completely out of context, fanatical understanding and behavior. В виде совершенно оторванном от истинного контекста и отягощенного фанатичным глупым поведением. Any other suggestions, examples of Другие примеры у вас есть? fanaticism? Mataji is related to the story once told by Maharaj about a devotee who threw out his passport once. Someone threw out the passport. Матаджи говорит, что одним из примеров такого фанатичного поведения является история, которую рассказал Махарадж о преданном, который выкинул паспорт. Yeah, like when we were young, I think Maharaj also has one. Мне кажется, Махарадж тоже хочет ответить. Oh, the kirtan is pretty loud. In the back they cannot hear. When we were young devotees, I remember. Я помню те времена, когда мы были еще молодыми преданными. In Germany. Это было в Германии. There was one devotee, and he thought he understood well that as devotees we have nothing to do with nationalities. Был такой один преданный, который подумал, что очень хорошо понял философию и пришел к выводу о том, что мы преданные не должны ничего иметь общего с нашей национальностью. We are not Germans, we are not Russians, we are not Indians, etc. Мы не русские, не немцы, не индусы и так далее. And he threw away his passport. Он просто выкинул свой паспорт. That's a fanatical behavior. Это фанатичное поведение. Because later on he had to get a new passport. Конечно же, позже ему пришлось обратиться, чтобы завести новый паспорт. We have some other example of fanatical behavior. У вас еще есть какие-то другие примеры фанатичного поведения? The microphone, we can use the microphone. So maybe today someone can tell this kirtan group not to do this during the seminars. It's short. Yes, it's short. When I was a new brahmachari in the Boston temple, Когда я был еще новичком брахмачари в храме Бостона, I was told that if you want to learn how to preach, you should listen to the senior devotees. мне сказали, что если хочешь научиться проповедовать, должен слушать, как это делают старшие преданные. While they were preaching to the guests at the Sunday feast, that way you could learn how to preach. Когда они проповедуют гостям во время воскресных пиров. So there was one devotee who was initiated, and I wasn't initiated. He was initiated before I was. I sat next to him and listened to his preaching. Там был один преданный, который был инициирован, я еще не был тогда инициирован, но, пожалуй, был инициирован несколько месяцев раньше меня, и я слушал, как он проповедует. And he was talking to one guest who looked like he had come to the temple for the first time. И он проповедовал одному гостю, который, судя по всему, только недавно начал посещать храм. And the guest had indicated that he was preferred certain types of gratification in life. И этот гость объяснял, что он привязан к некоторым видам чувственного удовольствия в своей жизни. And so the senior devotee said to him directly in his face, he said, "You're no better a dog." Услышав это, этот так называемый старший преданный прям в лицо ему выкрикнул: «Так ты ничем не лучше собаки». Человек просто, гость наш, он просто онемел, не знал, что сказать. Хотя это было, по сути, может быть, и правдой. Это совершенно пример фанатизма.
проповедь. Фанатичная проповедь. And then I went back and told the temple president, is that how I'm supposed to do it? Услышав это, я пошел к президенту храма и сказал, вот этому мне нужно было научиться. Also, I remember when I just joined Krishna consciousness about maybe 3 weeks. Я также помню время, когда я только присоединился, может быть, к созданию Кришны, в 3 недели только провел в обществе. My mother visited me. И меня навестила моя мама. So I was a brahmachari. Я был тогда брахмачари. German brahmachari. Немецкий брахмачари. And then actually my mother wanted to kiss me on the cheek. Конечно же, мама захотела поцеловать меня в щечку. So I pushed her face, literally with my hands, pushed her face back and I'm a brahmachari. И я, честно скажу, я взял ее прямо рукой за лицо, оттолкнул от себя и сказал, знаешь, я брахмачари. That's another example of fanatical behavior. Это еще один образец фанатичного поведения. My mother was not happy about it. Мама была не очень счастлива, испытав все это. Пользуясь присутствием здесь Бхактивайбхавы Махараджа, хочу вспомнить свое собственное фанатичное поведение, тоже связанное тоже с посещением мамы моей. Я служил в BBT уже где-то 2 или 3 года. Приехала моя мама, она удивила меня лет 5, наверное. Она зашла прямо в храм, прямо в офис BBT, и зашел Махарадж. Я не сказал ни слова маме, которая первый раз вообще была в храме. Я стал кланяться Махараджу без предупреждения. Мама была шокирована моим таким поведением, потому что я повернулся к ней просто спиной и всем остальным, и почему-то упал на землю. От нас такого не ожидают наши родственники. Some other example of fanatical behavior? Еще есть какие-то примеры фанатичного поведения? In the year 1993, it happened in Samara. They were cooking prashadam in bulk quantities, and the hair was found in prashadam. And then one of the prabhus came back to the kitchen and said immediately all the mataji should be shaved. And after that, they were all wearing these bands on the head. No, and they got shaved actually. I don't think that's fanatical. Я даже не расцениваю это как фанатизм. Very good. Очень хорошо. From your class, she realized that the knowledge, the Vedic knowledge, is covered for the demons and covered, it's hidden. And so, do they still have some hope to get the knowledge? Почему это знание скрыто, вы говорите? Because you said that Shankaracharya came here and by his preaching he was trying, according to the Lord's plan, to keep those demons in an ignorant position. Oh, because they misused at that time
the Vedic scriptures. Дело в том, что в те времена эти люди неверно использовали ведические писания. This is why Lord Buddha appeared. Согласно содержанию этого стиха, это был смысл прихода Господа Будды. They misused the Vedic instructions to sacrifice animals. Эти люди использовали ведические жертвоприношения для того, чтобы закладывать животных. And it was not appropriate, not proper at that time. И в те времена это было неверно, неприемлемо. And that actually turned into just animal slaughter. И в конце концов это все вылилось просто в организацию скотобоя. So he wanted to take them away from the Vedic scriptures. Поэтому он хотел просто отвлечь их от ведических писаний. So that they will not misuse them. Так чтобы они перестали их неверно использовать. By preaching his own doctrine. Он просто стал проповедовать свою собственную доктрину. And then they developed faith in the teachings of Lord Buddha. И они развили таким образом веру в учение Господа Будды. In this way, they were taken away from the Vedic instructions. Таким образом их удалось увести в сторону от содержания вед. And then, of course, Shankaracharya appeared. И затем, как мы знаем, явился Шанкарачарья. And he taught covered Buddhism. И он учил буддизму в скрытой форме. By explaining Buddhist principles, Buddhist philosophy, but he made the point that you can find it in the Vedas. Объясняя принципы буддизма, однако ссылаясь на то, что можно найти соответствующие выдержки в ведах. And in this way he brought the people back to the Vedas. Он привлек людей обратно к зданию вед. I have to explain very short. Мне приходится использовать очень краткое изложение, So many details. не пускаясь в подробности. Now they again regained their faith in the Vedas. И потом, когда они вновь обрели веру в веды, But they got an impersonal understanding of the teachings of the Vedas. однако на этот раз у них развилось имперсональное понимание учения вед. And then Chaitanya Mahaprabhu appeared. И тогда явился Господь Чайтанья. And he again explained the Vedic conclusions, Siddhanta, in a proper way. И вновь надлежащим образом разъяснил высшие выводы вед Сиддханту, By teaching the Veda Chinta. преподнеся философию Веда Татвы. Yes, everything is one, Да, конечно же, все едино. but it is monism, but at the same time also different. Это был гуманизм, но в то же время нужно учить, что все это отлично. With and from the Lord. Как при этом продолжает оставаться внутри тела Господа. So it's like a transcendental teamwork. Так что здесь можно говорить о такого рода трансцендентной сотрудничестве Of Lord Krishna and Lord Shiva. Господа Кришны, Господа Шивы. We take some other questions. Давайте подойдем еще. We only have a few minutes. У нас осталось 1 minute left. может, минутка только осталась. The last question. Как воспринимать то, что вайшнавы, имеющие два посвящения, не соответствуют своему поведению? Это больше касается качества. How we should relate to the cases when the devotees having two initiations are not up to the standards in their behavior. This is more about their personal qualities. No, they're having already two initiations. Yes, twice initiated devotees are not up to the standard in their behavior. And the question is about their qualities, personal qualities.
And then we entered to the whole topic of the Vaishnava culture. Через этот вопрос нам пришлось бы войти в очень большую тему вайшнавской культуры и поведения. Vaishnava etiquette. Этикета вайшнавов. It's a broad topic. Это очень обширная тема. The principle is, if it's possible for you to talk to a particular devotee, принцип решения такой проблемы состоит в том, что у вас должна быть возможность разговаривать с таким преданным. Whatever the concern might be. Какой бы ни была причина для подобной беседы. Related to his behavior or disqualifications. Может быть, это вылилось в обсуждение его поведения, его личных качеств. That devotee can be approached, talking to him. Если к этому преданному можно обратиться в таком духе, можно с ним обсудить это в разговоре. According to your own position also. И при этом основываться на своем собственном положении, отношении к происходящему. We should always respect superiors in Vedic culture. Поскольку мы всегда должны учитывать старшинство, степень старшинства такой ведической культуры. So according to your own status, your own position, you can approach that devotee directly. В соответствии с вашим собственным положением и статусом в обществе преданных вы можете обратиться к этому преданному напрямую. And in a humble way, point out whatever shortcomings might be. И в смиренном образом выразить те недостатки, которые вам кажутся в наличии. But if one is not in that position, но если вы не занимаете положение допускающего подобный разговор, and the principle is to talk to someone who is in that position, to talk to that person. То тогда принцип таков, что нужно обратиться к другому, третьему преданному, который находится в положении, позволяющем ему заводить подобные разговоры с тем, к которому хотели бы обратиться. And then of course you have what is known as constructive and destructive criticism. Конечно же, мы должны всегда помнить, что критика может быть конструктивной и разрушительной. Это тоже огромная тема для обсуждения. So I would like to stop here. Я хотел бы на этом остановиться. Thank you very much. Спасибо большое. Действительно осталось еще небольшое количество делегатов, те, которые планируют первую организацию, я еду лишь 11 числа, и, скорее всего, это Краснодар, 6 мая, организации, делаю, что там организуем, скажем, какие